Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, у меня сегодня настоящий осенний листопад. Вот такие замечательные, очень красивые булочки, осенние листочки. Булочки просто потрясающие, с тыквой, яблоками и с корицей. Булочки получаются просто потрясающие. Здесь очень нежное, пышное тесто с тыквой, поэтому оно такое желтенькое. Вы видите, настоящие осенние листочки и очень сочная начинка. Я сейчас разломаю булочку, чтобы вы посмотрели, какая она внутри. Много начинки с яблоками, немного тыквы. И ароматную нотку добавляют апельсиновые цукаты и корица. И какое великолепное тесто! Вы знаете, просто слюнки так и текут. Какая красота получилась! В первую очередь для теста я подготовлю пюре из тыквы. Тыкву я уже почистила и нарезала вот такими средними кусочками. Переложила тыкву в сотейник и добавляю немного воды. Буквально, чтобы вода покрыла дно. Закрываю крышку и на среднем огне буду тушить тыкву до готовности, чтобы она стала мягкой. Обязательно периодически поднимаем крышку и проверяем, не выкипела ли вся вода. Если надо, можно воды немного добавить. У меня прошло примерно 20 минут. Посмотрите, фактически вся вода выпарилась. И тыква стала абсолютно мягкая. Сразу же приготовлю пюре из тыквы. Вообще для этого рецепта лучше всего использовать мускатные тыквы. Они ароматные и сладкие. Для приготовления теста мне понадобится примерно 450 граммов муки. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 200 граммов тыквенного пюре. 60 граммов сметаны. У меня здесь сметана жирная. 40 мл горячей воды. Особенно хорошо использовать горячую воду, если сметана только что из холодильника. Если сметана теплая, тогда воду берите тоже теплую. 50 граммов растопленного сливочного масла. 80 граммов сахара. 1 яйцо. 8 граммов сухих дрожжей. Пол чайной ложки соли. И также в тесто буду добавлять экстракт ванили, 1 чайную ложку. Можно заменить ванильным сахаром. В сметану я вливаю воду. Добавляю 1 чайную ложку от общего количества сахара. Перемешаю. Получилась такая теплая жидкость. И теперь сюда добавляю дрожжи. Хорошо перемешиваю. Я хочу, чтобы дрожжи проснулись. Оставлю их постоять так примерно минут 5. Посмотрите, как замечательно подошли дрожжи. И сейчас можно продолжать делать тесто дальше. В миску просеиваю муку, но не всю, а немного оставлю. Добавляю в муку сахар, соль. Хорошо перемешиваю. Делаю небольшое углубление. Добавляю дрожжи. Посмотрите, какая шапка. Добавляю яйцо. Тыквенное пюре. Пюре не должно быть горячим, теплым. Добавляю чайную ложку экстракта ванили и начинаю замешивать тесто. Тесто получится очень красивого желтенького цвета, благодаря тыкве. И, конечно, оно будет ароматное и очень вкусное. Добавляю растопленное сливочное масло. Добавляю в тесто оставшуюся муку. Посмотрите сейчас, какое тесто у меня получилось. Оно еще немного липковатое. Конечно, если вы хотите, можно добавить сюда немного муки. Но я сейчас перейду к замешиванию теста на столе. Буду вымешивать на столе, пока оно полностью не перестанет прилипать к рукам и к столу. Как я уже говорила, вы, конечно, можете добавить немного муки, но помесите тесто буквально минут 10. И вы увидите, какое оно станет.
очень нежное и гладкое. Я вымесила тесто буквально в течение 10 минут. Оно у меня уже не пристает к столу. И фактически такое на грани липкости. Совсем немного липнет к рукам, но отстает неплохо. Сейчас руки я смажу растительным маслом. Подбираю тесто, округляю его, беру миску. Здесь у меня также растительное масло. Выкладываю сюда тесто. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Обычно я ставлю миску с тестом в микроволновую печь. Рядом ставлю стакан с горячей водой. Закрываю дверцу микроволновки, и у меня получается такой теплый шкафчик, где тесто хорошо, быстро подходит. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. Сейчас я приготовлю начинку. В начинку у меня пойдет кусочек тыквы, вес примерно 140 граммов. Тыкву режу небольшими кубиками. Я уже поставила разогреваться сковородку. На сковородку отправляю 30 граммов сливочного масла. И сразу же добавляю тыкву. Тыква начнет на небольшом огне томиться. А я тем временем очищаю яблоки от кожицы. Я буду использовать вот таких 4 больших яблока. Не забываем помешивать слегка тыкву. Яблоки разрезаю и удаляю сердцевину. Также режу небольшими кубиками. Порезанные яблоки добавляю к тыкве. Тыква как раз немного протушилась. Добавляю лимонный сок. Здесь у меня примерно чуть больше 1 столовой ложки сока. И перемешиваю. Конечно, если вы не хотите использовать тыкву, вы можете сделать просто чисто такую яблочную начинку. Но мне кажется, с тыквой она будет намного интересней. Добавляю в сковородку сахар. У меня тростниковый сахар, примерно 50 граммов. Конечно, вы можете использовать любой сахар и по вкусу его добавлять. Сейчас я буду тушить яблоки с тыквой примерно минут 7, чтобы яблоки и тыква стали мягче и выпарилась лишняя влага. Яблоки и тыква стали мягче, влага фактически выпарилась. Теперь я добавляю в сковородку апельсиновые цукаты. Здесь у меня 70 граммов цукатов. Они у меня мягкие, не такие плотные, не жесткие. И последний штрих. Добавляю корицу, примерно 1,5 чайной ложки. Перемешиваю. И начинка готова. Я ее выключаю и дам время остыть. Аромат потрясающий. У меня прошел час, и вы только посмотрите, как выросло тесто. Оно увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Достаю его из миски. Сейчас тесто я буду делить на части. Из этого теста я буду делать 12 булочек. Буду делить его на 12 равных частей. Конечно, можно делить на глаз, но лучше воспользоваться весами. Вес каждого кусочка примерно 70-73 грамма. Сейчас я беру каждый кусочек теста и подворачиваю его в шар. Собираю тесто внутрь. Как видите, тесто такое хорошее, что я абсолютно не пользуюсь мукой. Сформированные кусочки теста закрываю пищевой пленкой и оставляю таким образом примерно на 10 минут. И сейчас я покажу, как сформировать булочку. Берем кусочек теста. Тесто хорошо полежало и отдохнуло. И просто руками разминаю такую лепешку. Скалка здесь даже не нужна. Толщина теста примерно 3 мм, не больше. Выкладываю на середину начинку. Начинка не должна быть горячей. И защипываю тесто, как пирожок. И теперь расплющиваю его, оставляя острыми вот эти края. Прижимаю и складываю. Хвостики соединяю, защипываю их. Тесто очень нежное,
поэтому обращаемся с ним аккуратно. Выкладываю на силиконовый коврик. Можно, конечно, использовать пергаментную бумагу. Если надо, стол можно слегка смазать маслом, чтобы тесто не прилипало. И, конечно, таким образом я формирую все булочки. Выкладываю следующую булочку сформированную. И, конечно, на расстоянии друг от друга, так как булочки будут увеличиваться в объеме. Я сформировала первую партию булочек, 6 штук, которые помещаются у меня на противне. И сейчас надо сделать из этих булочек листики. Для этого понадобятся ножницы. Я ножницами делаю надрезы. Каждый надрез чуть-чуть меньше, чем предыдущий. Булочки я прикрываю очень легко пищевой пленкой и оставляю на расстойке примерно на 20 минут. Посмотрите, пленочка у меня лежит очень легко. Булочки прекрасно подошли. И сейчас я их сверху смажу. Здесь у меня 1 желток и 1 столовая ложка молока. Хорошо перемешиваю и этой смесью смажу сверху вот эти осенние листики. И первую партию осенних листиков я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Первую партию булочек я достала из духовки. Вы только посмотрите, какие они красивенные. Настоящие осенние листики. Булочки я перекладываю на решетку, чтобы они остыли. Друзья, вы только посмотрите на эти булочки. Это вообще что-то потрясающее, невероятное. Какое нежное тесто. Я сейчас попробую. Буду наслаждаться. Вы видите, какие они желтенькие внутри. От таких булочек никто не сможет отказаться. Они и красивые, и такие ароматные, и вкусные. Конечно, вообще пикантность придает тесту вот эта тыква. Тесто такое, как пух. Попробуйте раз, будете готовить его постоянно. И начинка, она такая с изюминкой, потому что здесь и яблоки, и немного тыквы, и апельсиновые цукаты с корицей. Это сочетание просто потрясающе вкусное. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. И я, конечно, желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!